Всем любителям фигурного катания я передаю физкульт-привет. Сегодня мы поговорим про очень скандальные и откровенные слова бывшей ученицы из «Хрустального», чемпионки Европы 19-летней Алены Косторной. Она дала интервью касаемо Этери Тутберидзе, которая сильно выбесила многих, особенно некоторых из тренерского сообщества. Начнем с того, что в марте 2021 года фигуристка вернулась в группу Тутберидзе после провального сезона, проведенного в Академии Евгения Плющенко. А затем в конце зимы 2022 Алена вновь покинула группу Тутберидзе. И теперь спокойно может об этом говорить. Алена рассказала про все это честно и от души. Вначале мы послушаем само интервью Косторной, а потом посмотрим на нервозную реакцию некоторых тренеров. По словам фигуристки, с Этери Георгиевной в сезон, когда она пришла обратно после Евгения Плющенко, у нее было много разговоров. С ней вели серьезный диалог, чему она была поначалу очень удивлена. «В целом, да, наверное, Этери Георгиевна больше всех меня знает», — сказала Алена. «Мы много говорили на разные темы, не буду конкретизировать. Я была удивлена этому, потому что раньше такого не было. Но это было только в межсезонье, соревновательный сезон. Все резко прекратилось, ха-ха. Я понимаю, что старты, группа из 15 человек, и с каждым не поговоришь. Из-за этого чуть потерялся контакт, и все пошло скомканно». Конкретно про бывшего тренера Косторная сказала следующее. «Этери Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался, идет следующий. Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои. Кто-то ведет одного спортсмена с 15 лет и до 30, а кто-то с 15 и до 18. Но, как показывает практика, старше 19 лет. Это уже не совсем про спорт речь. У всех разный возрастной диапазон работы. Этери Георгиевну Тутберидзе называют «снежной королевой». Помню, когда она выходила на лед, так обводила всех взглядом, что прямо стрёмно становилось. Первые 2 года в «Хрустальном», когда она появлялась, я прижималась к борту, боялась сделать что-то не так. Этот ее строгий взгляд, осанка, и я просто помогите», — подытожила фигуристка. И вот сразу после таких слов Алены Косторной, первой на фигуристку во всем своем гневе, обрушилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, сказав про нее следующее. «Косторная бы совесть имела. Постыдилась бы слов своих. Ее все узнали, потому что она у Этери была». После таких слов Тарасовой не удержался от своей злобы и тренер Александр Жулин, связавший слова Алены Косторной об Этери Тутберидзе с неудачами в карьере у молодой фигуристки. Он сказал, когда Косторная выигрывала чемпионат Европы, она что-то не давала никакие интервью. Тогда ее все устраивало. А когда карьера пошла коту под хвост, так сразу появились нелицеприятные комментарии и интервью. «Думаю, Этери Георгиевна как-то переживет все эти комментарии», — заявил Жулин. Еще стоит отметить, что на честные слова из интервью Алены Косторной про Тутберидзе раскандалилась и тренер Алена Леонова, которая заявила, что Косторная дала очень странное интервью. По мнению Леоновой, не нужно было выносить все это на всеобщее обозрение. Дословно она написала, что если говорить про жесткий подход, то, на мой взгляд, все дело в спортсмене. Жесткий подход нужен обязательно, без этого никуда. Все мы видим результаты работы Тутберидзе в ее группе. Тут все понятно. По результату не может быть к ней вопросов. А вот как она тренирует свою группу, это ее решение. Если это дает результат, то это круто. При этом Алена Леонова отметила, что подобный жесткий подход стоит того. У каждого спортсмена есть собственный стержень, он должен понимать, на что он идет. Если ты катаешься в группе, где все чемпионы, то будь добр работать, развиваться.